Несмотря на насмешки многочисленных мейнстримовских комментаторов, британская группа Marillion продолжает держать голову высоко по прошествии многих лет. Имея вокруг себя преданных фанатов, музыканты и по сей день столь же активны, как и во времена своего коммерческого пика в середине 80-х. Вряд ли будет открытием для кого-то, что эта группа мало известна широким российским массам. Но я абсолютно уверен, что каждый, кто причисляет себя к знатокам, любителям или исследователям британской рок-музыки, непременно слышал хотя бы пару альбомов. Эта группа может не понравиться. Кто-то считает их композиции слишком однообразными, скучными или затянутыми, но поставить на ней метку «ничего достойного» вряд ли кто-то решится. Образовавшаяся в 1977 году группа сначала называлась «Сильмариллион» по названию одного из произведений Толкина. Ее основал ударник Мик Пойнтер и басист Дуг Ирвинг. Впоследствии от названия осталось Marillion, после того, как двое ранних участников покинули коллектив. И именно в этот период в состав вошли гитарист Стив Ротари и клавишник Брайан Джеллимен. А в 1981 году бас-гитарист Дис Минит заменил Ирвинга, а еще в группу пришел резкий на язык вокалист Дерек Фиш Дик. Дерек Дик был более известный как Фиш или Рыба. Родился в 1958 году в Эдинбурге. Свое прозвище он получил от друзей детства, и на это было несколько причин. Во-первых, это прозвище дал ему один из его приятелей, который ждал в течение 2 часов под дверью ванной, пока будущий вокалист Marillion наконец-то соизволит выйти. Во-вторых, так друзья прозвали басиста группы Yes, Криса Сквайра, которого Дерек просто боготворил. И была еще третья причина, так звали главаря банды в одном из подростковых сериалов, который Дерек любил смотреть в детстве. Когда наступило время выбирать творческий псевдоним, Дерек, недолго колеблясь, назвался Фиш. Вырос он в деревушке Долкейт, где его родители держали автомастерскую. Это был совсем небольшой семейный бизнес, который, впрочем, был в состоянии прокормить семью. Дерек вспоминал: «Я сидел и слушал радио, как внезапно услышал Битлз. Мне тогда было лет 5. И тогда о них говорили все, я просто влюбился в их музыку. И именно тогда я решил, что хочу научиться играть на музыкальном инструменте и стать профессиональным музыкантом. Правда, дальше игры на теннисной ракетке перед зеркалом я так и не зашел». В 13 лет он уже всерьез увлекался музыкой. Позже он вспоминал: «Любимыми группами для меня стали Genesis и Эмерсон, Лейк энд Палмер. Каждый вечер, приходя домой из школы, я заслушивал пластинки до дыр. С этого и началось мое увлечение рок-музыкой. Я стал покупать музыкальные газеты, а каждую субботу карманные деньги тратить на свежие пластинки». Больше всего ему хотелось создать свою рок-группу. Беда в том, что сам он не умел играть ни на одном инструменте. Попробовал научиться играть на ударных, оказалось, что это не так легко, как казалось со стороны. А вот петь у Дерека всегда получалось неплохо. А вот так и получилось, что, подпевая своим любимым песням, он и начал свой путь в музыку. С годами школа казалась все менее интересным занятием. А вот ночная жизнь оказалась более чем захватывающей. В 18, закончив школу, Дерек все еще совершенно не понимал, что ему дальше делать в жизни. В университет поступать ему не хотелось, и он пошел работать в комитет лесоводства. Оттуда уже его отправили учиться на инженера-строителя, и оказалось, что это занятие Дереку вполне по душе. Особенно возможность много времени проводить на стройке, а не в аудитории. В 1979 году Дерек отправляется в учебную поездку в Германию.
а вернувшись, наконец-то принимает решение стать певцом. Вот тут-то он и берет творческий псевдоним Fish. Поиграв с несколькими группами, он отправляется в Лондон искать себе группу, с которой он сможет по-настоящему развернуться. Fish садится читать рекламные объявления в газетах. Одно объявление его особенно зацепило. Молодая группа ищет вокалиста. Fish добывает телефон басиста группы Диза Минета и связывается с ним. Вскоре они становятся близкими друзьями. Поиграв вместе, через некоторое время Диз находит объявление в газете, что в маленьком городишке Айлсбери рок-группа под названием Marillion ищет вокалиста и басиста. Fish окончательно бросает учебу и вместе с Дизом уезжает в Айлсбери. Группа живет в маленькой развалюхе, и Диз предлагает продолжить более тесное общение в кафе. Там Fish хорошенько напивается и начинает петь песню Genesis. Новая группа была впечатлена. Они сочли, что голос Фиша очень похож на голос Питера Гэбриэла. Тогда еще Fish воспринимал такие слова как комплимент. Первые выступления как раз обнаружили их любовь к таким группам, как Genesis и Yes. Однако с течением времени и после стабилизации состава группа сформировала более индивидуальный стиль. Тексты Фиша были лиричными, но в то же время едкими, а виртуозность музыкального исполнения сочеталась с запоминающимися мелодиями. В группе Fish берет на себя роль менеджера. Он легко завязывал отношения с дирекциями разных площадок, но в какой-то момент сочетать музыку и менеджерскую работу стало тяжело, и Fish начал поиски профессионального менеджера для группы. Благодаря своим поискам он нашел Кейта Гудвина, который ранее работал именно с Yes. И этот человек смог по-настоящему раскрутить Marillion, открыв группе дверь в популярность. Выступление Marillion в программе Radio One радиостанции BBC стало для группы своего рода трамплином. Фундаментальный арт-рок на манер ранних Genesis принес музыкантам контракт с фирмой EMI. Чуть позже Marillion провели гастроли по Великобритании и удостоились серии концертов в элитарном лондонском клубе Марки. Имея в своем активе только один хит, группа, тем не менее, получила приглашение дать 2 концерта в самом престижном зале Лондона Hammersmith Odeon. Но в том же году Fish признался в интервью, что музыканты опасаются стать вторым Genesis. Однако именно это сравнение и приходит на ум первым после прослушивания затянутых песен, необычных тактовых размеров, креативных текстов и вокала в стиле Питера Гэбриэла. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы, на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Стоимость подписки начинается от 25 рублей. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Вышедший в 1983 году дебютный альбом ансамбля поднялся в английских списках на 7-е место. Поразительное сходство музыкальной стилистики Marillion с манерой ранних Genesis, практически идентичные голоса Питера Гэбриэла и Фиша породили множество сплетен, в том числе и такие. Marillion – ничто иное, как ширма для испытывающих ностальгию по прошлому музыкантов Genesis.
Фиш страдает раздвоением личности и отождествляет себя с Гэбриэлом. Однако внимательный слушатель мог обнаружить, что более глубокий грусть и пессимизм музыки и текстов, чем это было у Genesis, придавали творениям Мариллион особую нежность и лиричность. В выражениях социальных, в том числе и в антивоенных текстах, проблемы средневековья. Главным героем дебютного альбома является Шут, за смеющейся маской которого скрывается ранимая душа, жаждущая любви и мира, и потому обреченная на вечный поиск истины в противоречивых поступках людей, самым неожиданным образом переплетались с современностью. Тексты Фиша, которые он писал, были сильно вдохновлены поэзией Питера Хэмилла, и последний даже был специально приглашен для участия в британском турне ансамбля 1983 года. В 1984 год прошел в интенсивных гастролях по Европе и США. Мариллион прокатывали новый диск, который, как и дебютный, стал золотым. В конце того же года группа выпустила живой мини-лонгплей, и специалисты отметили, что концертное звучание нисколько не уступает студийному. И шоу Мариллион представляли собой настоящие рок-спектакли с единой концепцией действия. Ряд критиков отмечал даже больший прогресс в сравнении с теми же Genesis. В июле 1985 года выпуском нового альбома музыканты завершили философскую трилогию, начало которой было положено первыми двумя дисками. Эта величественная и мрачная рок-опера мгновенно получила платину, а Мариллион – титул супергруппы. Две композиции с альбома заняли в английских списках соответственно 2-е и 5-е место. Следующий студийный диск вышел после длительного перерыва и продолжительных гастролей группы. В музыкальном плане эта работа настолько повторяла предыдущий диск, что ее можно было рассматривать как самопародию. Однако поклонники рассудили иначе, и реализация альбома шла такими рекордными темпами, что фирма трижды допечатывала тираж. Но, видимо, почувствовав бремя имиджа, а также будучи недовольным тогдашним менеджером группы и бесконечными концертами, Фиш объявил о решении покинуть группу и начать сольную карьеру. Некоторое время суд решал, кто будет носить название Мариллион, и в конце концов оставил это право за большинством музыкантов. Многие пророчили группе распад, поскольку Фиш считался ее душой. Однако ему была подобрана более чем достойная замена. Выпускник Трентского политехнического института, игравший в разных группах, где он также выполнял и функции клавишника, Стив Хогарт. Записанный с его участием альбом принципиально не отличался от прежних работ Мариллион, однако в качестве автора текстов Хогарт, по общему мнению, был на порядок хуже Фиша. Но альбом был достаточно успешным, и в целом смена лица прошла для Мариллион достаточно гладко. А Фиш в своей сольной работе выпускал отличные диски. Его сольная карьера тянет на отдельный ролик. Уже в дебютном альбоме были использованы стилистически разнородные элементы, такие как фолковые мелодии и медные аранжировки, но в основном музыка осталась в прежней колее. Особенных похвал в прессе удостоился лонгплей «Песни из зеркала», на котором ревитализированы любимые песни певца времен его юности.
Среди прочих там были песни Moody Blues, Genesis, Pink Floyd, Марка Болана и других не менее ярких исполнителей. Но вернемся к Марилион. После выпуска альбома группа взяла долговременный отпуск, лишь изредка прерываемый выступлениями в пределах Великобритании. Следующий студийный альбом вышел лишь летом 1991 года и попал сразу на 7-е место хит-парада Соединенного Королевства, доказав, что интерес к творчеству Марилион далеко не угас. Следующий год музыканты провели в пути от концерта к концерту, побывав в Северной и Южной Америке, а также выступив на Уэмбли в 10-ю годовщину того дня, когда был подписан их контракт с Эмми. Затем последовали еще одни длительные каникулы, и группа вернулась на сцену в начале 1994 года с новым альбомом, достигшим 10-го места в британских чартах. Альбом 1995 года хоть и пользовался успехом, но сингл с альбома достиг в Британии лишь 29-го места, не вызвав у критика волны восхищения. Но как раз в это время Марилион достигли нового уровня своей карьеры. 10 миллионов проданных пластинок и 20 синглов в хит-парадах. Очередной альбом был откровенно слабым. И как это часто бывает, лейбл Эми, с которым Марилион сотрудничали долгие годы, отказался продлевать контракт. Однако вынужденная независимость послужила музыкантам во благо. Марилион подписали контракт с менее значимым лейблом и, не имея средств для организации турне по США, в 1997 году они обратились к своим поклонникам, которые и помогли им собрать необходимые средства. Отношения музыкантов с их фанатами укрепились еще в 1996 году благодаря интернету. Фактически они стали первыми, кто стал общаться с фанатами с помощью этого средства связи. Альбом 1999 года так и назван Marillion.com. Такой поистине прогрессивный подход получил продолжение в релизе 2001 года с противоречивым названием «Анорахнофобия», который был снова издан при финансовой поддержке фанатов. Сегодня такая практика используется повсеместно, тогда же это было новым. Перед записью диска участники группы сделали беспрецедентный шаг, попросив своих фанов оформить заказ еще до начала сессии. На призыв откликнулось более 12 тысяч поклонников, и после такого успеха группа проделала подобный трюк с следующим альбомом. Сопутствующие синглы пробились в британский топ-20, и последующие 1,5 года Марилион успешно гастролировали. Четырнадцатый студийник группы появился в продаже весной 2007-го. Альбом получился с привкусом радиохедности и колдплейности, и он стал наиболее коммерчески удачной работой Марилионов за последние 10 лет. Не прошло и года, как команда вернулась с амбициозной сдвоенной программой, в которой, по оценке самих музыкантов, смешивались рок, поп, даб и соул.
Первая часть носила концептуальный характер, а вторую составляли разрозненные композиции. Но кроме того, релиз отличало внедрением новых для группы инструментов, таких как дульсимер, глоккеншпиль, физгармония, валторна, бубенцы, арфа и цитра. В 2009 году коллектив решил отдохнуть от навороченных экспериментов и записал акустическую пластинку. Ну а 17-й альбом, вышедший 3 года спустя, обозначил повышенный интерес группы к политическим проблемам, свидетельством чего стал мрачный 17-минутный эпик, написанный от лица мальчика, выросшего в секторе Газа. The roads have all been closed. We're isolated. We're denied medical supplies. Fuel and work is scarce. They build houses on our farms. The old man weep. The young man take up arms. Следующий альбом назван аббревиатурой, и я не буду ее расшифровывать. Если интересно, можете сами погуглить. Сам альбом был выпущен в 2016 году и дебютировал под номером 4 в официальных британских чартах. В ноябре 2016 они объявили о своем первом шоу в Королевском Альберт-холле в Лондоне. Причем билеты на концерт были распроданы всего за 4 минуты. А в начале 2019 года группа вошла в студию, чтобы записать песни с оркестром, который играл с ними на концертах как раз в Альберт-холле. Альбом был выпущен к концу года. В 2021-м Marillion объявили о новой кампании по предварительному заказу нового студийного альбома, и в следующем 2022 году он появился под названием «За час до наступления темноты». Marillion функционирует более или менее независимо, выпуская студийные и концертные альбомы на своей собственной студии звукозаписи. Из своей студии музыканты составляют свои гастрольные графики, организуют пресс-конференции, проводят записи и осуществляют коммерческую деятельность. Это один из первых по-настоящему независимых коллективов 21-го столетия. Музыка Marillion менялась стилистически на протяжении всей их карьеры. Сама группа заявила, что каждый новый альбом, как правило, представляет собой реакцию на предыдущий, и по этой причине их стиль трудно классифицировать. Многие критики до сих пор недобро отзываются о музыке Marillion, якобы из-за ее неактуальности и устарелости. Однако это мало уже кого волнует. В описании под видео.